Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. И сегодня мы с вами выполним 6 шагов, которые изменят вашу жизнь, по сути, вашу реальность. Особенно обратите внимание на третий шаг. И вот у вас выпадает. А почему третий шаг? Потому что там будет скрыт наш вопрос, секрет вашего финансового исцеления, как по Хирону. И вот у вас выпадает, смотрите, туз чаш. Это какие-то приятные, радостные мысли. Может быть, это любовь для кого-то, то, что греет душу. Это то, что вас радует. И карта тайны. Может быть, карты вам говорят, это какие-то глубинные процессы, где-то предвещают расклад, возможно, то, что вы не расскажете никому, о чем вы в вашей душе думаете часто, но никто не должен знать. Хотя для кого-то это может быть та тайна, которая касается конкретного человека, как взятие обязательств, признание в любви или какие-то договоренности, может быть, помолвка, может быть и так. Я не исключаю, да, никто не знает об этом, знают только двое. Это просто, по сути дела, обет, который вы кому-то даете или кто-то дает вам. А возможно, это какие-то ваши тайные планы, мои дорогие, с которыми вы связываете большие свои надежды и мечты. Вот давайте с вами и будем узнавать. Но тут какие-то добрые очень эмоции. Итак, а у нас два транзита очень важных. Не транзита, точнее, астрологических событий. Первое – это новолуние в Близнецах. И это не один день, а это начало новой энергии, новый импульс. А Уран у нас сейчас тоже вот как раз в Близнецах находится. Поэтому очень символично, что какая-то новость, которую мы узнаем, услышим, возможно, и обстоятельства, которые буквально вы будете участвовать или, ну, вы увидите что-то своими глазами, будет олицетворять какой-то более продолжительный период. А если уж мы с вами заговорили о Хироне, Хирон заходит в знак зодиака Телец. Это произойдет с 18 числа июня и будет длиться буквально до середины сентября месяца и покажет нам последующие 7 лет, с чем это будет связано, как наша жизнь будет, какой дорожкой идти, какие судьба нам раскроет вот в эти месяцы, может быть, секреты, подсказки. И окончательно перейдет Хирон в знак зодиака Телец уже в 2027 году, что очень будет символично. Хирон в Тельце, а Уран в Близнецах. Вот мы последующие 7 лет будем жить в какой-то такой траектории. Вот давайте узнаем, с чем будут связаны подсказки до конца июня. И первая карта, первый шаг, что тянет назад. Отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что появится неожиданно? Третья карта. Что отпустить? За что себя простить? Четвертый шаг, в чем ваша сила, что важно сейчас. По сути дела, ваш главный ресурс. То, что от вас где-то не зависит. Что изменится, а что изменит вас самих, окажет на вас влияние. Ну и что же будет дальше? Заглянем в будущее, чуть впереди, к чему быть готовым. Итак, что вас может тянуть назад? Что может быть как какой-то черной дырой? Может быть, в вашем доме или в вашей жизни то, что уже давно, ну как в негодность пришло. Ух ты, аркан император. Вы знаете, тут с чем это может быть связано? Все-таки это организация, да? И у кого-то может быть связано напрямую с какими-то документами, которые вы получили, а может быть, получили очень давно. Но вот порядок надо навести, потому что организация, как олицетворение по императору, это может быть и контора, офис, а может быть организация вашей собственной жизни, как нужно что-то пересмотреть, организовать по-другому, опять же, навести порядок. Может быть, буквально, что такое черная дыра. Вот у кого-то, может быть, и дома нет порядка, да, руки не доходят, занятость большая, может быть, и так, мои дорогие. Но если мы говорим, что, знаете, как магия происходит, мы меняем пространство вокруг себя, выбрасываем старые вещи, может быть, выбрасываем что-то ненужное в виде каких-то ненужных даже мелких вещей, да, которые мы храним на всякий случай или вдруг пригодится. Может быть, от того, что морально, мои дорогие, устарело, или то, что, ну, как, знаете, для вас даже очень как-то дорого,
Но это все равно символизирует о какой-то прежней организации вашего именно пути какого-то жизненного. Вот тут нужно что-то и передумать, и как-то по-другому реорганизовать. Все-таки организация, я тут больше вижу напрямую черная дыра. Нет порядка, тут вот именно какой-то новый порядок. Или пусть он есть, но, видимо, с течением времени вам это тоже нужно как перевести совершенно в новую формацию. Вот вы могли, кстати, или можете, я сказала, может быть, кто-то много работает, а нужно не пытаться успеть всюду и везде. Нам девушка по пажу чаш вот в этой колоде как будто отвечает на телефонные звонки. И тут же она, пытаясь выпить кофе, да, всего лишь навсего. Уже какой-то список дел у нее, ну вот как на заднем плане написан. Но она даже приступить к нему не может, потому что постоянно дергают, постоянно что-то или записывать, или отвечать. С одной стороны, паш чаш, то есть эмоции. Вам что-то, ну, как нравится, но вы не замечаете, как время буквально утекает. Вы не замечаете того, что, может быть, и запланировали, но что-то съедает ваши планы, де-факт. Вы постоянно в какой-то можете находиться в многозадачности. Ну, давайте рассмотрим и другой вариант. Аркан-император. Вы можете находиться с таким человеком, как генерал на параде. Может быть, это у кого-то есть дома такой император. Делай так, вот не делай эдак. Какой-то конфликт, да? Вы уходите таким образом от конфликта, что вы с кем-то соглашаетесь. Но тогда для вас, вот как по этой карте, и список незаконченных дел, и не могу даже приступить, не то что закончить, потому что тут меня дергают каждую минуту. Вот вы в какой-то зависимости буквально находитесь от ненужных вещей и от тех дел, в которые вы буквально включаетесь, а вам туда не надо, мои дорогие. Туз Пентакли, тут надо положить этому конец. Тут действительно по-другому дело на лад не пойдет, потому что организация, ну, буквально хромает. И, может быть, кто-то много своих каких-то ваших личных планов, предпочтений, о чем вы когда-то мечтали, думали, а вот все руки до этого не доходят. Мои дорогие, вы могли недавно получить, может быть, буквально какую-то новость, какой-то документ, и вам вот именно к этому нужно сейчас приступить. Мои дорогие рыбы и рыбки, тут есть что-то одно, чем вам нужно сейчас заниматься. Организация, может быть, это у кого-то и именно заработков касается, возможно, работы. Или если мы говорим черная дыра, через которую утекают деньги. А вы ведь очень добрые люди. Это вы можете всем подряд помогать. А сами потом как будто выкручиваться, ну, из какого-то зеро, из-за того, что по доброте душевной кому-то помог, сам остался ни с чем. Да хватит уже как будто. Вот интересно, все карты говорят, как и о какой-то зависимости, может быть, от конкретной персоны, достаточно властной, я не исключаю. Может быть, я, если говорю по документам, да, тут и по документам как-то нужно больше, ну, свои интересы ставить. Я не говорю, что вы с кем-то ругаетесь, спорите ни разу. Но, наверное, и вот такая тактика, когда я согласился, а потом сам себе выкручиваю руки, она должна быть прекращена. Здесь девушка уходит, посмотрите налегке. Может быть, это у кого-то вопрос связан с тем, что переезжать, не переезжать, уезжать, не уезжать, менять работу или нет. Вот у кого-то так. И здесь нам карта говорит, посмотрите, налегке, да, если мы говорим, а, тут мешает принять правильное решение. Именно та ситуация, когда, ну вот есть выражение, как белка в колесе. Она не видит именно по бокам, что происходит. Нужно остановиться. Она себе ритм задала, и вот она бежит в этом колесе. Вот это что-то похоже на вашу жизнь. Но, по крайней мере, это, пусть это не для каждого, но думаю, кому-то это важно услышать. Тут вот именно на кону у вас стоит как начало-начало. Начало, может быть, для кого-то из вас это даже как творчество, новые виды заработка или новые виды, в принципе, деятельности, работы. Может быть, тут вот очень что-то важное, когда вы свою жизнь как будто реорганизуете и получаете совершенно другие бонусы. Но вот на сегодняшний день вот эти коллизии какие-то жизненные или как кем-то задуманный сценарий, а вы в нем как белка в колесе бежите. И может быть даже это связано с какими-то вещами. И может быть начать надо порядок именно с того, что найти буквально какую-то вещь.
Может быть, это и не ваша, кстати, вещь, а какого-то человека, который оставил это. И это вы не придаете этому значения, но чужие вещи нам никогда не во благо. И поэтому избавьтесь от какого-то предмета, если такой имеется. Разложите, как будто все структурируйте несколько иначе. Куда-то явно не торопитесь. Вот вы сейчас до конца июня должны для себя что-то очень важное решить. И здесь не советы со стороны, а так, как просит ваша душа, потому что это будет одновременно где-то совпадать с тем, что, если мы говорим организация, то тут вообще глобальная какая-то реорганизация вашей собственной жизни и судьбы. Иначе на лад дело не пойдет. Отношения, кто зеркалит вас. А ведь и правда тут есть какие-то отношения, которые могут быть по семье. Это могут быть, с учетом аркана император, очень близкие родственники. Это могут быть буквально, может быть, мама, папа, старшее поколение, потому что арканы император, которые вам говорят, ну, может быть, и желают вам добра, мои дорогие рыбы и рыбки. Но с другой-то стороны, если мы как-то поступим по-своему и что-то, опять же, не продумаем, не вот эту организацию не проведем до мелочей, да, мы можем, рискуем, по крайней мере, ну, какую-то оплошность совершить. Может быть, по аркану дьявола есть что-то как компонент, который вас удерживает от поспешных действий. Но все же, кто зеркалит ваши отношения? Вы как будто с каким-то человеком где-то очень похожи можете быть. Или когда нашла коса на камень. Может быть такое. У кого-то эта ситуация будет касаться больше работы. И если мы говорим по Хирону, Хирон – это символ израненного целителя. Кто-то определяется, правда, с работой. Может быть, вы поменяли недавно работу, и кто-то может думать, почему я попадаю, как и в отношения, которые, пусть люди разные, но все равно это как напоминает одну и ту же историю. Или когда по работе вы тоже можете поменяли работу, а сама концепция не поменялась. Как не были довольны, так и по сей день. Для кого-то из вас сейчас как раз возможность вот по части заработков, работы, это факт, найти то, что вам ну, больше будет приносить как и доход, так и больше будет приносить, ну, какого-то морального удовлетворения. Когда есть еще и какой-то рост, карта Иерофант. Может быть, не стоит повторять чей-то пройденный путь, кто зеркалит вас, да, давая вам какие-то советы. Человек, вот мы говорим старшее поколение, но время ведь поменялось. Раньше это была одна концепция, сейчас совершенно другое время. И, может быть, нужно делать, прислушиваться к советам, да, вот мы можем, но поступать-то мы должны так, как просит нас душа. У вас действительно может даже как уход, да, от какого-то регламента или который нам навязывают правила жизни для кого-то из вас, такой решающий момент может совпасть, что я ухожу, буквально переезжаю куда-то. Пусть на какой-то короткий срок. Мне как будто нужно вырваться из этого замкнутого круга. Может быть, до конца июня что-то подобное вы будете, ну, этим заниматься. И я не исключаю, что здесь может у кого-то сложиться такая ситуация, когда какой-то человек из вашего окружения либо куда-то уезжает, отсутствует, но и для вас появляется неожиданно возможность, тоже связанная с переездом, какой-то поездкой, может быть так, или получение какого-то важного документа, мои дорогие. Но тут есть через ваших либо близких, либо тех людей, с кем вы обычно контактируете. Карта императрицы. Это точно. Император и императрица. Где-то ваше ближайшее окружение буквально зеркалит вас. Вам, скорее всего, желают добра, мои дорогие, но видят это, вы можете это воспринимать, да никакое это не добро, да я уже устала от этих дурацких советов. С одной стороны, близкие иногда беспокоятся за вас, потому что они прожили, допустим, жизнь. Или даже если не прожили, кто-то более молодой. Когда вы меняете себя, меняете вообще, может быть, и свой график работы, даже банально, ну, так настороженно на нас смотрят, потому что мы можем стать непредсказуемыми. И это тоже люди, знаете, как на психологическом уровне считывают для себя какую-то неуверенность. Но, тем не менее,
Тут для вас как открывает судьба какие-то новые возможности, которые, может быть, связаны как с местом жительства, организацией вашей жизни, с кем-то из близких. Но тут вообще как другая концепция заработка в жизни, качества жизни. Аркан императрица. И значит, те события, которые происходят в жизни, в людей, в вашем окружении, вот у вас до конца июня, каким-то образом подтягивают перемены в вашей жизни. Для вас подтягивают эти самые перемены. Самое важное, да, отношения. Мы сказали, и организацию тоже. Но вот что вам нужно отпустить? Обратите внимание. Или за что себя простить. А тут не нужно себя вообще где-то какой-то самокритикой съедать буквально. Нам показан человек, который пытается поймать тот стеллаж, который буквально падает. И вот представьте себе, на ваших глазах что-то рушится, полки какие-то сваливаются, куча каких-то вещей. Непонятно, за что хватиться, непонятно, успею поймать или нет. А нам карта говорит: стоп. Вот в этом моменте полшага назад. Смотри, чтобы тебя не зацепило или тебе что-то на голову, может быть, буквально не свалилось. Дай чему-то рухнуть и упасть. Вот очень важный момент. Тут как будто перегруз. Мы говорили, организация. Завалены вот эти полки. А все к тому шло, что что-то должно было рухнуть, мои дорогие. И поэтому не удерживай прошлое, которое уже, в принципе, не имеет никакого значения. Скорее всего, по-новому тебе придется что-то переделать. С чем это связано? Какую, может быть, ошибку прошлого стоит признать? А десятка свечей, откуда к нам приходят деньги, кстати, и наше благополучие. И те вопросы, в которые мы включились и тянем какую-то лямку. Вот это я тоже не исключаю. Вот какую ошибку? Что вам именно мешает? Чтобы самое ценное стало, наконец, вашей судьбой. Ваше решение только одно. Вот конкретно, если я говорю, туз перьев часто выход из лабиринта, финансового, может быть, лабиринта, потому что по шестерке пентаклей это карта финансового успеха. Одно дело послушать совет, другое дело, вы ведь все равно не можете повторить чью-то историю на 100%, как отзеркалить, да? Придется действовать самому. То если мы говорим, что отпустить, может быть, у кого-то из вас, когда был один источник дохода, сейчас вы получили известие о том, что организация, либо закрывается, да, или когда происходят какие-то, такие изменения внутри организации, у вас создается, посмотрите, что отпускать. Понятно, тут не надеяться на фортуну, но даже когда у вас рушится, мои дорогие, почему не надо удерживать? Как будто себя не останавливай, если видишь, что какая-то тема даже в жизни людей, которые, опять же, ваши близкие, что-то меняется. Но у вас все-таки два старших аркана. И потом, что отпустить? Именно то, что и надо отпустить по десятке жезлов, это завершение, по сути дела. Но это не простое завершение, а когда действительно это через то, что вот в один момент и все, бац, тебе и поменялось. Или, как мы говорим, этот стеллаж какой-то рухнул, какой-то прежний порядок тоже рушится. Нет смысла это удерживать, тут нужно отстраивать что-то новое. А вам в этом посмотрите. Мало что фортуна помогает. Это, кстати, карта скорости. Поэтому вполне вероятно, за пару-тройку дней в течение второй половины июня вы примете какое-то очень важное решение. Я не исключаю, что вы получите какую-то важную бумагу или важное известие. Может быть, это связано либо с вашей личностью, а возможно и с кем-то из близких, я не исключаю. Когда вот все вместе это складывается в единый узор, и для вас заканчивается лабиринт, более того, то тут и как высшие силы вам помогают, шестерка пентаклей. Более того, эта карта говорит о том, что кто-то получает деньги или находит работу, которая вас будет устраивать значительно больше. Поэтому тут нельзя наступить на горло собственной песни или сказать: нет, мои желания останутся на потом. Вот давайте узнаем, в чем вы сейчас наиболее ресурсны. Правильная работа с информацией — раз, и правильное распределение денег — это два. Правильно, может быть, даже не беря на себя обязательства, какие-то диалоги вам будет очень важно провести. Может быть, и не один диалог. С чем это связано? В чем ваш главный ресурс?
А вот как раз, посмотрите, десятка жезлов, говорим, рухнула, а по тройке перьев это когда, ну буквально, крокодил не ловится, не растет кокос. И вот девушка что-то тут пытается, как будто в руках, ну, у нее торт, да, пытается она взять кусок торта, но тут все растекается, все падает, и все что-то вот разваливается. И посмотрите, за что бы она как будто не бралась, а все это как, ну, не складывается. И вот почему нам карта и говорит, да нет тут смысла что-то удерживать, дай ты пусть эти полки рухнут, наблюдай вот конкретно так. Не говори о своих планах никому. Всегда эта карта будет свидетельствовать о том, что счастье и удача любят тишину, мои дорогие. В этом буквально ваша сила. Что-то тут такое и возвышенное, и земное, мои дорогие рыбы и рыбки. Во-первых, пара. Император-императрица. Во-вторых, колесо фортуны. Сила. Вот ваша сила, а ведь энергетика как у мага, а маг – это великий практик. В каком-то очень холодном таком рациональном решении, ведь это карта критического мышления. Тут и самому себе сказать правду, да, мне вот нужно принять то, что если я буду поступать вот каким-то определенным образом, мне это не принесет ни радости, ни счастья, ни побед. Ну, правильно как-то оценить обстановку. Критическое мышление – это об этом. И если мы говорим даже о самокритике, это тоже имеет свои границы, когда, ну, приняли реальность, хорошо, но ковыряться-то зачем, да? Вот эту глубокую философию на мелком месте себе не надо устраивать. Слушайте свою интуицию. И у вас до конца июня интуиция – это ваш главный помощник и подсказчик. Тут какая-то новая история. У вас даже может закладываться у кого-то из вас история любви, история взаимоотношений того человека, с кем вам придется еще очень долгое время взаимодействовать. Пусть это не для всех, но я тут не вижу, что тут по отношениям будет что-то завершаться, если мы говорим вопросы любви. А для кого-то из вас, мои дорогие, для тех, кто один или одна, вас как пространство, судьба готовит к какой-то важной встрече. Примите это к сведению. Но, увы, как будто вот какая-то подготовка идет. Что изменится и что изменит вас? Здесь может быть конкретный человек, который, ну и младше вас. Для кого-то это пожито у нас вестники. Одна новость меняет очень многое. С чем это связано? Давайте узнаем, что изменится, а что изменит вас. Но это всегда импульс, когда есть о чем подумать. Но тут надо будет, а что тут надо будет? Как-то по справедливости поступать. Да, когда справедливость, это тоже мы не торопимся. Вам придется, возможно, составить какие-то документы. Вот и опять же не случайно император. Если мы говорим инстанции, какие-то организации, конторы, возможно, придется пройти вот эти ступени иерархии, подписать какие-то документы, переподписать контракты. Может быть, у кого-то и уволиться, и на работу устроиться. Вот правда, почему нет? Но будьте внимательны, мои дорогие, что изменит вас и вашу жизнь. По аркану справедливость, тут и много же у вас старших арканов, нам говорят о том, что тут, как знаете, дорогой судьбы. Здесь, наверное, правда, сама фортуна берет над вами шефство в том плане, что не случайно, как и стечение обстоятельств, так и того, что меняется в жизнях людей, с кем вы чаще контактируете. И здесь нам карта будет говорить о том, что если вы когда-то сделали что-то очень доброе, хорошее, а вы добрые люди, это точно, мои дорогие, вам вот сейчас действительно судьба помогает. Хотя, конечно, по этой карте некоторые нерешенные вопросы из прошлого могут о себе напомнить, но самое главное, что изменится, вы тут что-то в документах будете менять. И тут вам понадобится, как и дипломатия, и, знаете, уметь читать законы, уметь читать между строк, уметь читать то, что мелким шрифтом. Возможно, обратиться к консультациям юриста, адвоката, причем сделать все что-то очень красиво, грамотно, что будет меняться. Значит, на последующий период, может быть, конец июня, с заходом на июль, это может быть ситуация, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Я не исключаю, кстати. А для кого-то это не случайная случайность. А для чего тогда нам нужен аркан умеренность? А вот холодная голова.
Потому что тут, с одной стороны, вот как в поговорке, поспешишь, людей насмешишь, да? Так вот, когда поторопишься на каком-то импульсе, не успеешь продумать разные варианты. Ну, наверное, первый вариант, что я буду делать, если что-то пошло не так. Вот это тоже вам придется продумывать. Потому что старшие арканы говорят, что, скорее всего, вы это не сможете отменить. С чем это связано или с кем? У кого-то будет взаимодействие, ну тут, в принципе, мы говорили об этом. Или для кого-то из вас две работы, вот, кстати. Будь легок на подъем, вот, или легка на подъем. Но чаще всего по этой карте, когда у нас есть определенный человек, в котором мы видим или конкретный интерес, или это совместный проект, который будет касаться именно еще и денежного вопроса. Может быть, это партнерство по бизнесу. Но тут нужно как-то и вам быть внимательным, может быть, заключить какие-то документы, да, буквально юридически что-то оформить. Но и, как я говорила, по аркану умеренности что-то просчитать наперед. Я должна сказать, что тут правда. И фортуна вам возвращает как какую-то возможность. Или когда вы можете что-то переделать, переиграть. А для вас это, ведь это две статусные карты. Тут не просто ваша жизнь будет меняться на последующий период. Вы сейчас эти перемены закладываете сами. Тем, как вы сумеете отнестись или как вы сумеете что-то для себя буквально прояснить. Может быть, опять же, юридически даже я не исключаю. Но от этого будет меняться и ваше благополучие, и, конечно, ваш статус. Так а что же произойдет дальше? Король свечей. Для кого-то из вас будут важны, знаете, как контакты с конкретным человеком, который вам может что-то предложить, который вас может чем-то зацепить эмоционально, когда хочется верить, что эта идея жизнеспособна. Вы можете даже в чем-то увидеть свои перспективы. Но карта будет тройка же свечей говорить, тебе нельзя быть как только в роли, ну, знаете, когда принеси, подай, убери. Ну, вот так и хочется сказать. Почему? Тут немножко так сложный такой выпадает компонент, потому что иногда, эта карта мы говорим, харизматичный лидер, а я всегда дополняю. Это тот человек, король свечей или король жезлов, да, вот такой яркий, харизматичный, у которого много идей, тот, который командир, по сути дела. Команду-то он отдаст, а делать-то будете вы сами. А тройка свечей нам всегда говорит, или тройка жезлов, а подожди. Вот тут ты как будто на полдороги можешь остановиться и подумать. А так ли уж мне это надо? А все ли я просчитать захочется? Все ли я из прошлого, из того, что мне нужно, взял с собой в будущее? И стоит ли мне принимать на 100% какую-то концепцию? И посмотрите, карта показывает на самую верхнюю полку. Если стеллажи падали, то здесь как будто новые стеллажи, и они уже не завалены чем-то. И человек, то есть не только для каких-то вещей эти полки предназначены, что-то надежное, он уже сам как будто там может сидеть. Но вот что-то очень надежное вам предстоит в последующее время сделать. И не быть на вторых ролях. Король перьев. Вообще, когда два короля и более, а тут у вас еще и император, вам, правда, не избежать, может быть, как июнь, так и июль, каких-то инстанций. Может быть, иногда это карта, как карта эксперта, карта чиновника, когда мы сами можем обращаться за тем, чтобы оформить какие-то, ну, как важные, не только документы, а когда узнать, в принципе, какие процедуры мы должны пройти для того, чтобы решить свою какую-то задачу или какую-то тему, которую мы задумали. Но это на государственном, как бы, да, уровне. Да, с учетом, опять же, закона, каких-то правил, регулировок. Но иногда эта карта будет говорить о том, что как надо быть очень рациональному. И если король жезлов больше говорит нам об импульсе, да, и мы с вами сказали, что делать придется самому, а вот каким образом, как будто вам что-то придется просчитывать. И холодная голова, мои дорогие. Кому-то из вас, может быть, и придется обучаться. Вполне вероятно, по этой карте иногда у нас идут
ну, как люди такой узкой специализации. Возможно, если мы на нашем земном уровне, правда, кто-то будет обустройством заниматься собственного дома, приглашать специалистов, кто-то как забота о теле, подумать о собственном организме, о собственном имидже. Вот это тоже будет важно. Иногда идут врачи, и карты не говорят, что ты болеешь. Нет, ни разу. Но как здоровый образ жизни, мои дорогие. Или когда вы будете сами, ну, не просто организовывать, а обустраивать свой быт, делать его более комфортным. И это то, что в будущем, тут и новые планы, конечно, могут проходить император и императрица, но для кого-то это будет организация и быта, и организация работы. Но как-то все по-новому. И это вам приносит и порядок, и уверенность. А самое немаловажное, десятка пентаклей будет говорить, что приносит и деньги. Но тут такой интересный прорыв. Отношения, правда, и деньги. Я бы сказала так. Может быть, вот эти два направления, две сферы для вас будут наиболее важны до конца июня. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.